Привет всем, с вами канал Terryplay. В сегодняшнем видео я хочу вам показать книгу Джон Грин «Виноваты звезды». Вот так вот выглядит эта замечательная книга «Виноваты звезды», которую я вам в сегодняшнем видео хочу показать. Приобрела я ее недавно, 2 дня назад, но почитать ее хотела еще давно, когда смотрела фильм. И да, фильм я смотрела первым, и многие могут сказать то, что фильм гораздо интереснее книги или же наоборот. Но это лично мое мнение, то, что после просмотра фильма легче книга читается, и ты представляешь персонажей, как они говорят, их внешность, и как-то мне легче читается после фильма. Поэтому вот. Оригинальная обложка английского издания, она выглядит как такой голубой фон, и на нем есть черное и белое облако, где написано «Окей, окей». Но в наших книжных магазинах я нашла лишь такую обложку у книги. Но изначально я хотела именно такую обложку, где есть облака. Но такая обложка тоже красивая, и мне бы очень хотелось рисовать очень красивый профиль Хейзел в свой скетчбук. Сейчас я буду пересказывать сюжет этой книги, поэтому сейчас будет очень много спойлеров, поэтому я предупредила вас. Сюжет крутится вокруг девушки, которая больна раком, которую зовут Хейзел. Вообще Хейзел одинока, но когда она однажды встречает Агастуса, то ее жизнь кардинально меняется, она с ним частенько гуляет, но вообще они как бы друзья, но к концу книги они уже официально парень и девушка. Вообще в этой книге очень много замысловатых и красивых цитат, например, некоторые бесконечности длиннее других бесконечностей, или боль хочет, чтобы ее чувствовали, и другие. В конце этой книги есть упоминание о том, что эта книга с 16 лет, однако я так не думаю, потому что здесь есть упоминание о поцелуях, не значит то, что эта книга с 16 лет, поэтому я бы рекомендовала читать, несмотря на это уведомление. И самое главное, то, что Агастуса и Хейзел сближает одно влечение к одной книге. Это «Царский недуг». У каждого бывают разные переводы, не знаю. Но иногда в интернете я нарывалась на другие переводы. Также там в примечаниях написано то, что можно по-другому переводить. Но у меня лично в книге написано то, что это «Царский недуг». Кстати, забыла напомнить то, что у Агастуса тоже был рак, и в связи с этим ему отрезали ногу. А у Хейзел 4-я степень рака легких. И как у каждого ребенка больного раком, у него есть желание. У каждого ребенка больного раком есть желание, которое он может потратить. Хейзел свое желание уже потратила, когда ей было 13 лет, и она была при смерти, поехав в Диснейленд. А Агастус решил потратить его на Хейзел, съездив с ним в Амстердам. Так как это именно то место, где проживает автор книги «Царского недуга» Питер Ван Хутен. А вот дальше, что с ними случилось, я рассказывать не буду, так как это вы уже должны узнать, когда прочитаете книгу. Потому что если я вам сейчас все карты раскрою, то это будет как-то нечестно. В этой книге около 280 страниц, и чтобы вы не пугались, эта книга очень легко читается. И поверьте, я, ребенок 11 лет, прочитала эту книгу за 1 день. Она реально очень легко читается, и она так завораживает, что от нее невозможно оторваться. В общем, всем советую почитать. Кстати, мне недавно в голову пришла мысль почитать другие книги Джона Грина, например, «Бумажные города». Кстати, хотелось бы отметить то, что перевод в этой книге довольно достойный. Очень бывает так, что при переводе теряется некий смысл, но, насколько я поняла, все было переведено очень хорошо. Поэтому к этому никаких претензий нет. Кстати, плюс этого романа в том, что вот эта вся книга, она ведется от лица Хейзел, то есть от первого лица, и получается это ее как, если можно так сказать, дневниковые записи, поэтому я больше всего люблю именно такой формат книг, где можно посмотреть мысли главного героя, он может с нами ими поделиться. Актеры к этому фильму были очень хорошо подобраны. Например, когда Хейзел говорила то, что у Агастуса очень глупая улыбка, то на фильме она выглядела так же глупо, как описывалось это в книге, и от нее очень хотелось улыбаться и смотреть на Агастуса вечно. Надеюсь, что вам понравился мой, так сказать,
ревью на книгу Джона Грина «Виноваты звезды». Обязательно ее почитайте. Я вас очень люблю. Спасибо за просмотр. Пока!